Всем привет, меня зовут Егор Малькевич, и сегодня я хочу продолжить свой классный рассказ про план по релокации. Много трудностей на пути, этом не все прозрачно и прекрасно, особенно если вы находитесь уже в пути по релокации или вы только думаете. Имейте в виду, сзади вас стена, вы приняли решение идти вперед, идете вперед. Да? Назад пути нет, сзади уже все, вы заблокированы, у вас дорога только вперед. И тогда вам будет действовать намного проще, и вы сможете действовать намного решительнее, и меньше сомневаться, и там что-то придумывать в голове. План Б, план С, план Д, вернуться домой – это все слишком сложно, и ваш мозг просто закипит. Не видели мое предыдущее видео? Обязательно посмотрите сначала его, а потом продолжите просмотр этого видео. Смотрите, но если грубо, мой план звучал примерно вот так. Я хочу иметь абсолютно удаленный доход, потому что я планирую ездить и перемещаться в разные страны, и я не могу сказать, в какой конкретно точке я окажусь в какой конкретный момент времени, и это вот немного сложно. И поэтому я хочу полностью удаленный источник доходов, полностью удаленную работу. Какие с этим трудности, я вам расскажу. Плюс есть необходимость в визовом агенте, потому что подготовка документов, так как я решил делать визу О1, визу талантов, это занимает время. Да? То есть виза талантов делается где-то 3 месяца. Вот. Там куча бумаг, куча каких-то документов, и проще это отдать визовому агенту, поэтому надо найти визового агента. Я уже нашел одного, я пообщался с несколькими. Цена у некоторых визовых агентов 25-30 тысяч долларов, и мы делаем все под ключ. Это в целом попадает в мой бюджет, но все равно 25 тысяч долларов, целая машина, за 3 месяца работаем. Нет, почему я говорю про 2000, а не там какие-то бесконечно большие айтишные зарплаты? Я говорю, исходя из того, что самое главное в этом всем процессе заниматься документами и самой релокацией. То есть одно дело, ты на работе работаешь, а потом вечером после работы, когда ты уже уставший, ты что-то идешь делать. В таком ключе вообще ничего не получится. Вот. Этот план сразу можно выкидывать на мусорку и сосредоточиться в первую очередь на легализации, документах, переездах и месте, аренде и всем таком. Это важно. И дальше посмотреть изнутри на страну перед тем, как ехать. То есть пока я готовлю все документы, все эти визовые штуки, работаю с визовым агентом, я вообще-то хочу слетать в конкретное место, куда я хочу переехать, например, в Америку, и пожить изнутри, чтобы понять, хочу ли я вообще дальше вот прикладывать усилия и продолжать вот в эту историю всю инвестировать свое время и деньги, или мне в целом вообще не нравится эта страна, и я вот все, на стоп, и поеду еще посмотрю вариант. В первую очередь возникла проблема с удаленной работой. Казалось бы, в чем трудности? Во-первых, хотелось бы заниматься меньше 4 часов самой этой работой, потому что релокация, как я уже говорила, занимает много времени. Я не могу сидеть и сосредоточенно заниматься там условно full-time какой-то работой на кого-то. У меня есть проблемы и дела, которые нужно решить. И вот мне нужно за 4 часа работы хотя бы 2К баксов, чтобы я мог двигаться дальше. Вот. Но вот 4-часовую работу не так просто найти, ну, если ты не занимаешься фрилансом. Но про фриланс я отдельно расскажу в следующем ролике, поэтому подписывайся на канал, поставь лайки, чтобы я этот ролик точно сделал. Ну, я расскажу, почему фриланс это не вариант. Смотрите, из чего я исхожу и какие цифры, почему я беру какие-то там 2000 долларов, 3000 долларов. Откуда? Во-первых, я сделал в прошлом году путешествие по всей Европе и изучил, сколько мой средний расход, если я особо ни в чем себе не отказываю, но живу не в самом лучшем жилье. Вот. Ну, то есть я экономлю условно на жилье, на диване, на котором я сплю, и все остальное время провожу в городе, в кафешках, там хожу везде. Вот. Мой средний расход в месяц в Европе, проживая в Швейцарии, Амстердаме, Франции, Испании, вот я усреднил, он получился 4500. Вот за 4500 тысячи долларов я могу жить в любой условно европейской стране, которая цивилизованная. Не только в Польше или там каких-то бедных европейских странах. То есть Швейцария, где мы знаем, изначально дорого. Вот. И это средний расход.
И смотрите, если взять вообще, сколько люди тратят и сколько нужно зарабатывать в этих странах, чтобы жить, эти цифры примерно сходятся. То есть, если я в Швейцарии зарабатываю 46-43 тысячи долларов, я могу жить, умножаем 4500 на 12, это примерно то же самое. То есть, в моем случае я бы тратил ближе там, к максимальной зарплате в долларах. Это зарплаты откуда взяты? Это взято из какой-то такой статистики для обычных рабочих, не для айтишников, а для работяг. Вот, меряем по работягам. Вот. Ну и то же самое в Дании, Ну, если мы сравниваем США, то планка между Швейцарией и США примерно такая же, да, то есть может даже немножко дешевле. Поэтому я закладываю эти вот цифры на расходы. В чем сложности с работой? Во-первых, я за вот это время, что меня не было тут с темой релокации, я успел пройти множество собесов. Это было прям такой челлендж. Потому что я решил, что я устроюсь сразу в англоговорящую страну по советам Юли, вот просто поеду вот так в лоб. Для этого я сразу зашел в LinkedIn, да, поставил, что я уже там, например, в Арабских Эмиратах, в Дубаях, и я еще пробовал ставить Польшу. Ну, короче, я игрался с локацией, где я нахожусь в LinkedIn, чтобы не выглядело, что я нахожусь в Беларуси и пытаюсь из Беларуси выбраться. Нет, я уже выбрался, я уже купил визу. И вообще я всем говорил, что у меня уже все документы на руках, и я уже готов вот хоть завтра стартовать работать. Мне было интересно, насколько сложно мне будет найти работу. Оказалось, в среднем вот такие проблемы. Если я не говорил, что я уже приехал, например, в Польшу с легализацией, или я уже не там в Эмиратах, у меня есть разрешение, я могу деньги получать в Эмираты на счет эмиратский, то со мной в целом заканчивали разговор достаточно быстро. То есть я говорил, типа, ребята, я там могу принимать деньги там, в Беларусь, Россию, и мне говорили, пошел в жопу. И поэтому надо быть уже в какой-то стране легализованным. Это первая проблема. Вторая. Для того, чтобы решить первую проблему, нужен work permit. Что такое work permit? Это, по сути, рабочая виза. То есть у вас должно быть разрешение в этой стране принимать баб. И в среднем это 3-5 этапов собесов, ну, то есть типа рекрутер, техническое собеседование и общение с каким-нибудь директором или SEO, который в конце концов апрувит или не апрувит. С Гуглом дольше всего, потому что я пока собесился, вот эту вот историю, с хорошими компаниями примерно звучало вот так. Мы проходим там 3 этапа собеседований, и потом мне говорят, ну вообще-то наши менеджеры решили приостановить найм. И я такой, класс, типа я в вас инвестировал уже условно там 5-10 часов на собеседование, плюс там всякие там резюме, рассылки и прочее, и вы говорите типа, а мы решили вообще не нанимать. Ни да, ни нет, а просто не нанимать. Вот. И вторая проблема, крупная, с которой я столкнулся, это моя личная проблема. Возможно, у вас такой проблемы не будет. Но я попробовал себя в нескольких ипостасях. То есть я пробовал собеседоваться как CTO-менеджер. То есть я пробовал разные, то есть у меня где-то было 5 разных резюме, и вокруг них я их немножко менял каждому, когда отправлял. Но суть примерно такая же. То есть была техническая резюмешка, где я уже CTO-директор, и я готов там залетать и решать все вопросы. Я Егор-менеджер, я готов решать проект-менеджерские вопросы и всякие продуктовые вопросы, настраивать процессы производства. Такая тоже резюмешка. Но все вот эти вот позиции требуют адванс английского, и мои английские скиллы меня все время дропали и говорили, что недостаточно скиллов. Ну, то есть некоторые темы, некоторые топики, я в некоторых темах очень слаб в английском. То есть не вообще весь английский у меня плохой, а конкретные топики. То есть мы доходим до какой-то темы, и мне не хватает словарного запаса ее объяснить. И мы вот как-то вот, я понял, что чтобы мне именно английский прокачать такой профессиональный менеджерский, мне надо прям вот сесть и дрилить этот английский снова и снова, читая книжки, читая темы, делая рассказы. Ну, это куча времени. Вот. Ну, короче, не взлетело с первой попытки, поэтому получить сетевую позицию в англоязычном пространстве мне не получилось. Мне также не получилось и с девелоперской позицией. То есть, когда мы начинали говорить за development штуки, ну, то есть, я даже
все собеседования с алгоритмами проходил, что для меня не свойственно. Я не люблю алгоритмы, я не люблю эти все темы, связанные типа, давай ОАТН посчитаем. Ну, просто я считаю это глупостью. Вот. Но в любом случае, мы это все проходили, мы разговаривали, я задавал им вопросы, потому что я готовился к менеджерским позициям, и я многие вопросы пытался узнать, а что там с процессами, как у вас там дела с организацией труда, кто у вас тут главный, как у вас иерархия. Начинал их расспрашивать, и мы не могли сойтись в двух вопросах. Во-первых, многие компании мне ставили марку overqualified, слишком много вопросов другого уровня. Да? Пару человек мне сказали, что Егор, ты начинаешь общение и рассказ про всякие инфраструктуры очень высокоуровнево, а я их на высокоуровнево начинаю, потому что мне интересно понять, а что тебе конкретно интересно в вопросе. Вот тебе, пример, архитектура, давай, что дальше? А дальше ты не рассказываешь. Вот, они не спрашивают, я не рассказываю, и я виноват. То есть мне из-за этого ставили все время overqualified, и на этом наше общение заканчивалось. Вторые ребята давали очень маленькое salary. То есть по моим расчетам налоги, бухгалтер, условные Польша, плюс всякие штуки, типа аренда квартиры или еще какие-нибудь нюансы, чтобы легально все это оформить. А мне важна удаленная работа, да, то подчеркну, не польская работа и находиться в Польше, а удаленная работа. И вот эта salary, она была какая-то незначительная. То есть на тот объем работы с теми процессами, которые мне озвучивали, salary звучала как типа... Я проще вообще не буду работать тогда. Мы тут не смогли договориться, и я исчерпал свои варианты на поиск англоязычной работы вот прямо здесь, сейчас, чтобы двинуться по своему процессу дальше. И я оказался в некотором таком тупике, и что делать, да? То есть я не могу работать менеджером, потому что мне не хватает английского, я не могу работать разработчиком, потому что у меня слишком много других скиллов, которые условно в нашем общении всплывают, и ребятам не нравится, что я уровнем их выше. И второе, зарплаты, которые предлагают, они какие-то маленькие. Вот. Даже с теми зарплатами, которые я пару лет назад тоже собеседовался и мне предлагали. Вот. Что касается другого способа заработать, я начал о нем больше думать. Решил открыть свою школу обучения. Вы, наверное, видели рекламу на канале, что я рекламировал свои курсы. Да, я рекламировал свои курсы, потому что я пришел к выводу, что я открою свою школу и решу свой вопрос заниматься работой меньше 4 часов или около того, и хотя бы 2К зарабатывать. Вот. Простая задача, поиск решения. Я пришел к школе. Во-первых, много рекламировал чужие школы и подумал, окей, мне ребята спрашивают, а как могу ли я там Node.js научиться? Вот, теперь могу, есть курсы, вы можете записаться. Также есть курсы, если вы хотите развиваться в сторону менеджмента сетевой и управлять своей компанией, или запускать свой проект, или вообще общаться с менеджерами и двинуться в менеджерскую ветку, так скажем, тоже есть курс. И по фронтенду, если вы вдруг хотите вообще прокачаться и понять фронтенд. То есть есть 3 направления, пожалуйста, выбирайте. Но я столкнулся с одной проблемой при запуске школы, которую я достаточно долго решал. Опять же, к чему я это все веду? Для того, чтобы куда-то переехать, вы не можете совсем обрубить все свои мосты. Если вы так сделаете, вы окажетесь в очень неприятной ситуации. Потому что в другой стране вам нужны доходы, чтобы жить, да, то есть, банально снять квартиру, купить себе поесть, заплатить за Wi-Fi, мобильный телефон, и машина, как-то перемещаться по городу. То есть, если у вас недостаточно связей, чтобы вас кто-то дал $1 000 000, и вы там резко разбогатели, и что-то там, или пригласил вас там в какой-то стартап. Вот. Представьте, вы приезжаете в англоязычную страну, и вы хрен знает кто. И вам достаточно сложно будет с бухты-барахты, если у вас не переехал весь ваш нетворк, или какая-то часть ваших друзей, или кто-то там кого-то не знает. Вам будет достаточно сложно найти доход, потому что вы будете зарабатывать в этой стране нелегально, то есть у вас еще нету документов. Другое дело, когда у вас есть документы, вы приезжаете, вы можете платить там налоги, у вас есть work permit, это совсем другая история. Вот.
Пока у вас этих документов нет, вам нужно какое-то место, где вы будете платить налоги и вы где легально сможете получать доходы. Одно дело сейчас модно платить людям в крипте, это одно условие, но крипту еще нужно снять, и ей надо как-то рассчитываться. И это окей, если вам могут платить в крипте, но опять же, если вам платят в крипте, у вас нет договоренности, вас сегодня платят, завтра не платят, вас выкинули и все. То есть вы не можете быть и опираться на этот заработок на 100%. Только если у вас вам в крипте платит большая компания, там 400 плюс человек, у них там точно миллионы, сотни миллионов долларов крутятся, и они завтра не обанкротятся, или завтра у них не поменяются какие-то планы, и вы оказались на улице. То есть это будет очень неприятная ситуация, оказаться в чужой стране без денег и без возможности заработать. Поэтому, как минимум, нужно подстраховаться и иметь возможность хотя бы те же 2 косаря баксов, про которые я говорю, иметь возможность заработать в любой момент, где бы вы ни находились в какой-либо другой стране. Вот. Из-за этого я решил предпринять дополнительные усилия по открытию, например, школы, потому что с работой просто в лоб не получилось. И смотрите, какая трудность? Трудность в том, что я, во-первых, в Беларуси, у меня есть легализация получать деньги в Беларуси. У меня нет ни украинской легализации, у меня нет там российской легализации. Я могу налоги платить в Беларуси, белорусский резидент налоговый. Да, я могу открыть в Польше и платить в Польше, но тогда я не смогу принимать платежи из Беларуси, России и Украины. То есть я смогу условно, да, принимать платежи из Америки и Европы, но не смогу принимать платежи от ребят, если я открываю свою школу из России, Беларуси и Украины. В чем проблема? Проблема в том, что, например, YouTube или вот вы как зритель на моем канале, большей вероятности вы находитесь в России. Есть какая-то часть людей немножко в Украине, немножко в Беларуси, но в среднем у меня вот такая вот аудитория. Если я принимаю только из Европы платежи, большинство людей не сможет купить курсы, потому что я просто не рекламируюсь в Европе. И большая вероятность, что в Европе недостаточно русскоговорящих людей, чтобы реклама имела смысл вот как-то туда двигаться. Поэтому, плюс есть крипта. И я решил все эти способы, чтобы люди могли оплатить из любой страны. Вот. Я решил как-то потружусь, но сделаю. Начал ресерчить и нашел только один способ, какой-то легальный из Беларуси. Он называется BPaid. Да? Ребята могут принимать платежи откуда угодно по ссылке через интернет. Ну, то есть, типа Беларусь, Россия, Украина, Европа. Все работает, я проверил. Но эти ребята очень кривые, потому что я с ними очень долго разговаривал, такой, типа, они высылают там кипу документов, говорят, слушай, ты же подключаешь не просто, это же целый эквайринг в интернете, поэтому ты должен там, по сути, оформить сайт, на сайте разместить какие-то сам ссылки, договора, ты должен прислать нам весь свой банковский отчет, подключить свои платежи, там, счета. Короче, в Беларуси, чтобы вот это вот сделать в легальном поле, мне, по сути, нужно пройти уровень верификации меня, как Егора, который принимает онлайн-платежи, по сути, как компании, то есть сложность для скиллбокса, условно, и для меня она одинаковая. То есть не как ИП, я взял, там, открыл счет, или как там самозанятый в России, зашел на сайт, подключил там 3 кнопки, и все, я могу принимать платежи онлайн. Нет, у меня это заняло почти там месяц. Мне пришлось открыть счета в специальном банке. В этом банке мне надо было ездить заключать договора, там как-то что-то отправлять в офис. И почти вся наша переписка с BPaid, она шла вот либо в Telegram-боте, либо они говорили, слушай, ты нам должен отправить какие-то подписанные договора, у нас же электронных договоров все еще нет, ты должен отправить их по почте. И вот я отправляю договор и жду, пока они его получат. Они там что-то поправили, отправили мне по почте. И мы вот так вот почтовыми сообщениями очень долго пересылались. И я вот этот процесс вообще не понимал, потому что, чтобы отправить почту, мне еще надо сходить в белорусское почтовое отделение, которое ужасно отвратительное, но уже не так плохо. Вот. И в любом случае постоять в очереди, туда еще надо дойти, они работают в определенные часы, то есть они в любой момент могут это все решить. Это вот этот процесс занял почти месяц, очень сумбурный. И в итоге у меня на сайте появилось вот такое вот описание, и тут какие-то штуки, какие-то карточки, служба поддержки и договора для всяких физических лиц. В общем, это геморрой, но это возможно. То есть на сегодняшний день с условиями всех этих санкций и прочих ограничений
возможно сделать прием платежей онлайн во всех возможных карточках и валютах, вот, включая крипту. Так что вот. Вторая трудность со своей школой онлайн – это найти студентов. Я почему рассказываю? Возможно, кто-то думает, что там ого-го, Егор там инфо-цыганит, он сейчас заработает миллионы долларов, он просто кинет рекламу. Но на самом деле найти студентов – это не очень простая задача. То есть если мы говорили вот про поиск работы и то, что требуется, тут тоже геморрой, то есть иметь work permit, иметь там документы, я их сделал. То есть по итогу я сделал документы, чтобы открыть в Польше ИП. Вот. Но я столкнулся с тем, что это бессмысленно. То есть, во-первых, я ограничен в работе, мне все равно надо искать работу, неважно как, и я не попадаю вот в эти критерии. Да? Но уровень сложности с поиском студентов, он примерно такой же. То есть, надо как-то найти студентов, у меня есть для этого Instagram, YouTube, и условно я вот такой сияющий и бодрый, чтобы это все делать. Ну, короче, это непростой способ, и это непростой способ вообще зарабатывать, вообще ни хрена не простой. Я же это зачем делал? Я это делал все для того, чтобы поехать в Британию, вот слетать on-site и иметь возможность как раз заниматься релокацией, готовить документы и пробовать вот это все на ощупь. Поэтому я сразу начал и пробовать. То есть пока я открывал школу, там собеседовался, я параллельно делал визы и занимал... Ну, визы — это не быстрый процесс, особенно когда вы их делаете изнутри Беларуси, вот, потому что сейчас очень много посредников. А зачем эти посредники появились? Они, по сути, это коррупция. Вот то, с чем как бы вроде бы борются, да, они как еще один щит, еще одна прослойка людей, которые в легкую зарабатывают бабки на том, что просто, например, консульство не принимает документы напрямую. Вот я просто не могу прийти занести в посольство документы. Я могу только через посредника, а посредник работает только в определенные часы и через какой-то специальный магический сайт. И цены на производство виз начали как-то космически расти. То есть изначально посредники там брали $60, потом они брали там $100, потом 150, потом 300, потом 450. И я такой: вау, подождите, мне нужно решить мою проблему, а это становится все дороже и дороже, и записи невозможно предугадать. То есть я не могу просто зайти на сайт, забукаться, например, типа я приду в четверг. Нет, я должен забукаться через месяц или там через 2, и чем дешевле, чем меньше я денег посредникам заношу, тем позже. Вот. Поэтому я попробовал с Британией. С Британией мне сразу послали, потому что мне уже один раз британцы отказывали, потому что я не мог показать достаточное количество денег. Сослались, мол, мы тебе в первый раз отказали, поэтому во второй раз мы тебе тоже отказали. Парам-парам-пам. Поэтому на Британии я поставил крест, но хотел очень сильно туда поехать. Но я начал смотреть в сторону США, пообщался с Лизой. Лиза мне помогает по Ютубу, и она очень хотела поехать в Америку, и в итоге мы заколлабились для того, чтобы поехать в Америку вместе. В общем, оказалось, что есть какие-то способы просто вот так вот как-то заполнить все туда, и мне ребята тоже писали, мы статью видели, как они поехали в тот же Лос-Анджелес. И мы решили просто взять и воспользоваться тем же самым способом и поехать в Лос-Анджелес. В общем, Лиза села за то, чтобы мониторить Telegram, потому что проблема с американскими визами даже еще сложнее, чем с посредниками. То есть, если с посредниками нас ограничивают только наши бюджеты и связи, с тем, чтобы поехать в Америку, американцы работают честно, да, у них есть консульство, и будь добр, приди в консульство. Но чтобы ты туда пришел, тебе надо на сайте зарегистрироваться. На сайте они не показывают свободные слоты, ты просто регистрируешься, и они тебе потом, когда ты уже все заполнил и поставился на регистрацию и заплатил, они открывают слоты и показывают, мол, ну вообще-то в это консульство открыто для вас, вот для белорусов, только вот тогда. И тебе надо узнать, в каком из консульств есть места для белорусов в ближайшее время, да, не платя деньги и не занимаясь вот этой штукой. Поэтому тебе нужны чаты, в которых ты мониторишь, когда кто-то другой регался и такой: а, вот есть такие даты. И ты такой: о, класс, мне подходит, и побежал. Вот. Лиза села как раз мониторить чаты, когда ребята скидывают, сливают, когда есть слоты. Во-первых, оказалось, что когда ты делаешь визу, например, туристическую, ну, по логике
мы решили сделать туристическую визу в Америку, а не делать сразу какие-то О1 и так далее, потому что это долго. Туристическую визу можно сделать сразу и сразу съездить посмотреть на Америку изнутри или на Британию. Так вот, оказалось, почему мне, например, в Беларуси отказали в британском посольстве, потому что я именно в Беларуси пошел. А вообще там вы можете подаваться в большинстве стран, и вообще-то еще для большинства стран есть рейтинги и статистика, сколько отказов есть в каком-то конкретном посольстве. Вы можете зайти в интернете, посмотреть по странам количество отказов в конкретную страну. То есть вы подаетесь и видите средний рейтинг отказов. То есть я увидел, что если мы берем все СНГ, то для Америки, например, в Беларуси 84 там, или с чем-то процентов отказов. 84. То есть шансов получить визу 16%, очень мало. В то же время в Европе этот показатель сильно меньше. То есть где-то 20% отказов, 30%, ну что-то уже более-менее приемлемо. Самый низкий оказался в Эмиратах, но туда оказалось сложнее всего записаться, поэтому мы поехали в Европу. Вот. Но чтобы поехать в Европу и забукаться, где-то нам потребовалось 2 недели Лизиного времени, чтобы отмониторить Telegram и записаться. То есть, ну, это достижимо, это не то, что там бесконечное количество потраченных часов. Вот. Короче, Лиза забукала appointment в Америку. Но чтобы туда доехать, оказалась еще одна проблема. То есть нам надо было попасть в Брюссель. Чтобы попасть в Брюссель, нам надо было попасть в Европу, потому что из Беларуси можно добраться до Европы только в Польшу. Нельзя добраться в Брюссель напрямую. Вот. Чтобы добраться в Европу, например, через Польшу, есть автобусы, но вам нужен уже Шенген. То есть мне, как белорусу, нужен Шенген. Он в воздухе не валяется, его надо сделать. Либо польская рабочая виза. Вот. Это сейчас, как я говорю, стоит космическое количество денег. Потом нужен перелет в Брюссель, потом податься на паспорт в Америку, занести еще там, по-моему, $120 за сам appointment. И все. И у вас американская виза. Бум. Если вы сложите все эти деньги, я их вот пока готовил это видео, я все поскладывал и понял, что технически виза вот эта вот американская обошлось состояние. Ну, то есть, ну, прилично. Есть еще одна проблема, которая у меня возникла. У меня до сих пор стоят брекеты, да, от Рачити Няни. У меня стоят брекеты, и мне нужно ходить к ортодонту. То есть мой переезд немножко осложняется зубами, потому что доделать зубы в другой стране будет стоить просто космическое количество денег. Не каждый ортодонт возьмется, и мой ортодонт не факт, что передаст все наработки, они там хранят тоже какие-то слепки моих зубов другому ортодонту. Это не работает, и это стоит очень дорого. Так вот, мне, чтобы доделать зубы, мне надо либо выложить состояние, либо я подумал, что я задержусь в Беларуси чуть подольше и доделаю. В общем, я начал держаться за Беларусь зубами. И тут возник кассовый разрыв. То есть пока я вот это вот все делал, плюс мы получили визу и не смогли сразу поехать в Америку. Типа получили и поехали. Ну, появился гэп на решение некоторых дел. То есть и у Лизы, у меня одновременно появились похожие дела. Короче, возник кассовый разрыв, потому что вот это время, пока я тут условно делаю зубы и нахожусь в Белоруссии и Польше, там условно в разъездах, за это время надо как-то жить и как-то тратить. То есть деньги начали утекать из тех бюджетов, которые я отложил на решение всех этих вопросов. Забегая вперед, могу сказать, что мы где-то узнали, что есть дешевые билеты в Америку. Если вы покупаете заранее с вылетом из Польши, то американские эти перелеты стоят туда-обратно где-то вам $600 обойдутся. Ну, что в целом отличная цена. Плюс переезд, но конкретно в моем случае из-за вот этой задержки, заминки пришлось еще раз делать визу в Европу, еще раз Шенген. Но в этот раз я решил сделать уже польскую рабочую визу, потому что мне надоели эти шенгены на 3 месяца, на 2 месяца, на 14 дней по $400. Ну, вы типа, вы чем вообще думаете там? Вот, поэтому я решил сделать польскую рабочую визу для того, чтобы поехать уже в Польшу, иметь возможность спокойно ездить туда в течение года или 2 и спокойно это все организовывать. В общем, 2 раза здесь я потратился, плюс билеты на самолет через Исландию. То есть Польша, Исландия, Америка.
имейте в виду, вы, если едете в Америку не в один конец, вы покупаете билеты назад, вам же нужно вернуться в шенгенскую зону. То есть ваши эти визы должны все еще работать, потому что иначе вы из Америки, как вы вернетесь, куда вы будете возвращаться? То есть полетите в какую-нибудь Турцию, тогда вам надо покупать дорогие билеты, которые обойдутся вам еще в копейку, и потом вы еще как-то так полетите. То есть, чтобы вернуться из Америки в Европу, нужна европейская шенген-виза, иначе вы просто не улетите. Поэтому это вторая трудность, которая возникла. Курсы, как я вам сказал, не самый простой способ заработать деньги. Я бы сказал, сложный. И это не то, чтобы сразу горы золота. Поэтому кассовый разрыв я решил решать, опять вернувшись к процессу собесов. Но в этот раз я решил, что окей, мне теперь точно нужны деньги. То есть, если в первый раз я такой, я хочу хорошую работу в Европе, удаленно, 4 часа, то я вернулся с мыслью, что мне просто, нужны деньги для того, чтобы решить свои вопросы, и я хочу побыстрее это решить. Во-первых, я пошел, посмотрел, а что у нас тут с позициями CTO на Шаш.ру. Если вы вдруг не знали, но на Шаш.ру теперь вообще весь СНГшный рынок позиционирует свои вакансии, потому что LinkedIn забанен и так далее, и так далее. По многим нюансам многое всего лежит на Ашаш. И еще, если вы обратите внимание, тут есть отклик без резюме, что очень круто. Что это значит? Это значит, что вам не надо заниматься вот этой вот оформлением, еще каких-то там полей, какой-то конструктора, резюме у них на сайте. Вы просто зашли, получили контакты рекрутера и пошли ему писать. Супер вообще, супер хорошее решение, то, что вообще нужно. И я, такой залетел, посмотрел, что позиции CTO аж 340, ну, значит, можно реально что-то поискать, и позиции на русском языке, значит, нету вот этой проблемы с английским языком, почему бы не попробовать. Ну, в общем, я понял, что, окей, допустим, мне нужно, чтобы переехать в другую страну, нужны бабки и удаленная работа. Для этого, если я вычеркиваю вот эти work-пермиты, какие-то сложные собесы в какие-то американско-англоязычные компании, вот эту вот всю легализацию, вот эту вот просто перечеркиваю и говорю, мне нужны сейчас прямо вот здесь сейчас удаленные бабки, то оказалось, что я-то вполне нормально прохожу CTO-собесы в русскоговорящем пространстве, и вообще с этим проблем никаких нету. Великий русский язык у меня прокачанный, и с русскими скиллами у меня тут все хорошо. С девелоперскими позициями все то же самое. Меня все ставят overqualified, и по salary мы не можем договориться, и поэтому меня все условно дропают. То есть я не могу найти девелоперскую позицию. Вот. Ну, хотя бы CTO-позиция меня устраивает, поэтому я потрудился и нашел работу. Да, то есть теперь у меня оказалось в моменте, что у меня есть работа, и у меня есть вот это вот образовательный проект, который я веду. Вот, это то, чем я занимался месяц, для того, чтобы иметь бюджет на путешествия, дальнейшие шаги. Давайте я вам небольшую экономику расскажу. То есть, если предположить, что есть какие-то деньги, к которым у меня нет доступа, это мой резерв, я не думаю, что вам надо делать такие шаги на последние бабки. Хотя у меня есть ребята, которые очень отчаянные, они просто все побросали и поехали. Я тоже все побросал, вот, и, пришел в такую экономику. У меня есть какие-то деньги, скажем, 10 тысяч долларов, которые я свободно могу каждый месяц тратить. То есть я их зарабатываю и могу потратить. Вот. На проживание 2 месяца в Америке, вот примерно такой срок я себе выделил на то, чтобы изучить страну изнутри и решить однозначно, хочу я переезжать в Америку или однозначно не хочу. Вот. Да или нет. Об этом я расскажу дальше в роликах, отвечу на этот вопрос. Ну, в общем, я себе отвел 2 месяца, на которые я полечу в Америку и буду проживать примерно на 5000 в месяц. Это чуть-чуть больше, чем я вам озвучивал средние расходы на месяц проживания в Европе. Вот. Но для этого, чтобы моя экономика работала, чтобы я мог там брать 10 тысяч долларов, плюс там расходы на визовых агентов, еще, но это только проживание, да?
то есть мне нужно больше денег. Мне нужно где-то их добывать. В итоге мои способы удаленного заработка, они пришли вот в такую комбинацию: работа, курсы, консультации. То есть вот я распределяю свои какие-то усилия на 3 стаканчика, зарабатываю себе деньги, которые я сразу же и трачу, да, то есть я ничего не накапливаю, потому что есть какой-то бюджет, который у меня лежит на случай, если вообще план не выгорит. Вот. Есть риск остаться без денег в Америке, но я этот риск разделяю, как я говорю, на 3 стакана. Работа, курсы, консультации, да, то есть вот этот вот BPay позволяет мне получить деньги легальным способом по ссылке, даже находясь в условной в Америке. Я могу оказывать консультации русскоговорящим ребятам, я могу обучать русскоговорящих ребят, они мне могут платить деньги. И если чуть что, есть еще там та же крипта, чтобы я тоже мог заработать. То есть я не могу не опираться на источники дохода в Америке, которые нужно исследовать. На исследование вот этих заработков для нерезидентов тоже нужно время. Да, их можно найти, да, можно найти тусовки. На это все нужно просто тупо время, а время это деньги. Да, то есть нужно что-то тратить, чтобы что-то искать, двигаться дальше. Для этого нужны оборотные средства. Вот, я пришел к такой какой-то формуле. Ну, то есть, если меньше $5000 в месяц, я думаю, будет сильно некомфортно. То есть будет прям будет такой режим выживания, в котором я раньше находился очень долго и не хочу в нем снова жить. Поэтому вот как-то так. То по доходам на текущий момент по доходам получилось примерно вот так. То есть 40 человек в обучении и консультациях, то есть суммарно я все суммировал за вот этот период, которого меня не было с релокацией. Плюс я нашел работу. Но проблема с работой тоже возникла. Да? Даже с помощью Ашаш.ру и поиска работы и ограниченного количества времени я нашел не совсем удаленную работу. То есть я немножко отклонился от своего плана, но решил просто финансовую проблему. То теперь у меня есть вот эти все деньги, которые я могу уже сегодня тратить свободно и заниматься релокацией и платить всем, кому нужно, чтобы двигаться вперед. Какая возникла проблема? Проблема возникла примерно вот такая. Работу я нашел через Ашаш.ру, да, которая находится в Алматы и находится в Дубае. Да, то есть мне надо было слетать на онбординг и на регистрацию. То есть мне нужно было подписать договора вживую и сделать онбординг с ребятами онсайт. Вообще мы договаривались на то, что я буду онсайт работать в Эмиратах, но так как там процессы шли тоже не быстро, вот эти все перелеты, онбординги, знакомства с командой и прочими штуками, время подошло к тому, что мои билеты, которые я купил в Америку, нужно было уже срочно лететь. Вот. И я это озвучивал ребятам, и в целом они пошли ко мне навстречу. Но при этом всем я удаленно лечу в Америку и решаю свои вопросы. Вот. Пока я этим всем занимался, хореограф Оксана, вот у нее такая тут фотография не очень, но она тоже загорелась поехать в Америку, и в итоге я уже целую тусовку собрал из Беларуси, которая получила все документы по вот этой всей схеме. То есть 3 человека подряд с первой попытки все это сделали, значит и вы можете. Да, это будет непросто, и вы должны быть готовы потратить немало денег на то, чтобы решить вопрос с документами. Смотри видео раньше. Вот. Ну, в общем, я организовался, но у меня есть сестра, которая живет в Москве, и у меня родился маленький племянник у сестры. И я понял, что я уеду надолго, а племянник, он там растет, он потом вырастет, меня вообще знать не будет. Поэтому я решил, что я из Беларуси полечу в Москву, поговорю с сестрой, потусуюсь с племянником, потом съезжу на все эти онбординги, завершу все процессы с ребятами в Эмиратах, потом оттуда поеду в Польшу, а с Польши полечу в Америку. Вот, в Америке исследую жизнь. Я в Дубае. Ребят, как раз офис в Дубаях, и я приехал познакомиться, пообщаться, обменяться. Но сразу возникли нюансы, про которые я хочу вам рассказать. Одна из самых таких базовых проблем и вопросов, собственно, с кем заключать договор? С Егором из Беларуси? Ну, тогда надо платить деньги в Беларуси. Раньше это не было проблемой. А сейчас является большой проблемой, потому что в Беларуси ребята платить не хотят. Ну, следовательный договор со мной заключить не могут. Мне нужна легализация в какой-то стране, в которой они смогут мне заплатить. Но ребята, по крайней мере, вошли в положение и согласились платить мне в крипте, что меня в целом устраивает на сегодняшний день.
Но это же временное решение. Все равно нужна какая-то легализация. И быть Егором не из Беларуси, а из какой-то цивилизованной страны, где действуют законы, где законодательство не поменяется за пару часов. Поэтому это риски, с которыми компания не хочет нести, и я их прекрасно понимаю. И поэтому я готов напрячь свои булки и легализоваться в другой стране, хоть мне это будет стоить денег. Если кажется, что работать в крипте окей, там, минус налоги и все такое, это на самом деле не совсем так. Потому что, во-первых, мы не можем заключить нормальный договор, а следовательно, я тоже не защищен. То есть передо мной у компании не особо есть обязательств, и уволить одним днем или одним часом это вполне окей. Что на самом деле не окей для меня, и это меня очень сильно ставит в опасное положение, потому что у меня есть какие-то финансовые обязательства, которые мне все равно нужно нести и оплачивать. Поэтому, с одной стороны, да, вот здесь сейчас хорошо, но это все еще временное решение, которое не позволяет на самом деле мне выдохнуть. Также возник второй нюанс при трудоустройстве, что я рад, что это не стало совсем проблемой. Я следую своей идее с релокацией. Я уже купил билеты в Америку. Просто хочу объездить Америку и пообщаться со всеми, кто там живет, чтобы узнать правду. Потому что мне надоели эти друзья, ребята, которые рассказывают, типа, ой, боже, лучше не езди, ой, там, ай-яй-яй. Я хочу своими глазами посмотреть и иметь свое мнение о том, что же там происходит и стоит ли напрягать булки и пытаться попасть в Америку легально. Легализоваться в Эмиратах это мне мешает, потому что если я подамся на резидентство, мне придется месяц не выезжать по крайней мере, из всех Эмират. Ну и про Америку. Это, конечно, будет стоить денег, но я готов, если это приближает меня к моим идеям. И плюс там достаточно большое количество и русскоговорящих, и друзей из Беларуси, которые могут мне что-нибудь подсказать, какую-то новую идею. Ну, например, вот пока я здесь нахожусь в Дубаях, я уже успел понетворкать со своими старыми знакомыми, новыми знакомыми, то есть со стартаперами, с владельцами разных бизнесов. То есть я воспринял советы Юли всерьез, что нужно нетворкать не просто с рекрутерами, а нетворкать с фаундерами, владельцами и предпринимателями. Я узнал, что есть вот та же Golden Visa, которую можно сделать. У меня есть все документы для того, чтобы это сделать уже сегодня. Единственное, что мне нужно, это время, побыть месяц в Дубаях и все сделать. Во-вторых, я узнал, что аренда жилья в Дубаях, прям даже напротив Бурдж-Халифы, стоит понятные деньги, то есть стоит где-то 2-3 тысячи долларов. И в целом, что дает вот эта Golden Visa эмиратская? Во-первых, мне не надо будет выезжать, я могу находиться 10 лет в Дубаях, не привязан быть к работодателю. И самое главное, в наших сегодняшних реалиях, я могу открывать визы в другие страны из Эмиратов. Ну, как бы риски все-таки есть. Что можно приехать в Беларусь, оказаться в ситуации, как с ковидом, что выехать будет нельзя. Я это уже проходил, мне это не понравилось. Прикольно, скейт-парк какой, смотрите, какой забавный. А вон девушки пришли фотографироваться. Вообще кайф. Если я просто ВНЖ открою в Эмиратах, то я не смогу находиться вне Дубая больше 6 месяцев. Мне придется вернуться, ну то есть я максимум смогу уехать на 6 месяцев, иначе это все аннулируется. Вот, с Golden Visa я могу находиться за рубежом сколько хочу, и, короче, это никак не ограничит меня в перемещениях, только дает бонусы. Раз оно только дает бонусы, почему бы это не сделать? Вообще, по-другому посмотрел после общения вот с предпринимателями и стартаперами. Притом, многие из них уже пожили моей мечтой. То есть они пожили в Британии. Мы пообщались про то, почему в Британии не очень. Какие есть плюсы и минусы жизни в Британии. Какие есть плюсы и минусы жизни в Америке. То есть ребята тоже здесь прокачанные и делятся знаниями.
И я, находясь в Дубае, посмотрел на этот город по-новому. То есть раньше, когда я приезжал как работяга, я смотрел на этот город и думал, блин, ну, слишком дорого. То есть это не для меня. Типа я не потяну, я чувствую себя нищебродом. А пообщавшись с предпринимателями, я понял, что они тоже себя чувствуют нищебродами. Тут, короче, насколько бы ты богат не был, ты все равно можешь почувствовать себя нищебродом, и это нормально. Если тебе что-то нужно, тут это есть, и это хорошо. Я вот начал общаться с ребятами, и у меня начала закрадываться такая бизнесовая идея. А что, если к городу Дубай относиться как к стартапу? Это не тот город, как типа Лондон, там, Нью-Йорк, Амстердам. Это города, которые уже устоялись. Это стартапы, которые выстрелили. Компании уже полноценные. А что, если Дубай — это город-стартап? Тут все еще не совсем хорошо. Где-то что-то недостроено. Где-то какие-то идеи, они тестируются. Есть какие-то эксперименты типа Golden визы, которых нету больше ни в каких странах, ну, такого же вот уровня. Мол, приезжай, фигач. И ребята за счет того, что это стартап, готовы давать себе кучу плюшек, которых, ну, ты нигде не получишь, ну, с тем же количеством усилий. Реально стартап. И их основная идея, ребят, эмиратцев, привести как можно больше предпринимателей, как можно больше талантливых людей, всяких блогеров, ютуберов, певцов, вот, чтобы они как можно дольше находились в Эмиратах, потому что это дает денег. Это позволяет им зарабатывать, потому что деньги начинают все больше и больше крутиться в самих Эмиратах. Вот такая идея стартапа, и она может выстрелить, а может и нет. Релокации, переезды — это очень сильно трудозатратные штуки, и по деньгам тоже, но это не так важно. Найти денег и двигаться к мечте оказывается просто, и когда есть разговоры о тех темах, которые тебе важны, местные ребята подсказывают, как с теми же Golden визами и возможностями в Эмиратах. Я думаю, это будет работать дальше. Ну, попробуем, узнаем. Вы думаете, релокация — это простой процесс? То есть, если вы выбрались и решили вообще этим заняться, мой вам совет — реально отнеситесь к этому серьезно. Это не относитесь к тому, что «Ой, мне тут первая проблема, она сбила меня с пути». Меня с пути много проблем сбило, и начиная с виз, заканчивая поиском работы, какими-то источниками доходов для именно удаленной работы. Плюс вы должны понимать, что старые друзья, скорее всего, не так, как у меня, что со мной организовалась команда, поедет. Вы, возможно, поедете один. И вам нужно новые друзья в другом пространстве, в другой локации. Это обязательно. Если вы не заведете новых друзей, вам будет очень грустно, вы, скорее всего, вернетесь назад, и это вот будет та причина, из-за чего большинство уезжают. У них просто не с кем общаться, и их друзья, их нетворк остался сзади, и он их как бы тащит назад и говорит: вернись, 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 тут будет веселее. В общем, в другом пространстве нужно сформировать фундамент и какая-то новая активная деятельность, которой у меня пока нет. То есть есть вот эта старая деятельность, которую я вам обрисовал. Но я рассчитываю, что при формировании фундамента за счет новых друзей, вот этих документов и всего остального, на что я сейчас трачу усилия, время и деньги, оно позволит мне в конечном итоге перейти к новой деятельности, которой я хочу заниматься. Вот там будет весело. Если у вас остались вопросы, пишите. Я тут ничем не хвастался, просто рассказывал свои размышления и то, как я решал проблему. Возможно, вы найдете более оптимальный и более дешевый способ это все решить, и может даже более безопасный или наоборот более рисковый. То есть теперь у вас есть больше информации, значит больше выбора. Я надеюсь, у вас все получится. Так что услышимся, увидимся. Всем пока. Ну и вот я в аэропорту Варшавы. То есть у меня вчера или позавчера был перелет из Дубая в Варшаву. В общем, долго общались и пришли к выводу, что очень важно иметь дисциплину, ну, как минимум ограничивать себя по времени, сколько вы готовы тратить на то или иное времени. Что по итогу все равно работа в найме на кого-то, оно не приносит удовольствия.
нет вот таких вот вызовов, челленджей, например, как я сейчас делаю, поездка в Америку. Видите, я вам даже сейчас пытаюсь рассказывать какие-то байки и истории, потому что мой мозг все еще отрицает, что вообще гипотетически можно вот взять, просто купить билеты, просто все организовать, достать из кармана деньги и поехать в Америку на много месяцев, покорять, погружаться в эту стартап-культуру, встречаться с интересными, замечательными людьми, которые туда переехали давным-давно, и обмениваться опытом. Я в это не верю. Вот, просто я до сих пор в это не верю, хотя я уже в аэропорту готов лететь в Исландию. Вот, не в Норвегию, а Исландию. Блин, а я думал, что мы летим в Норвегию, а мы летим в Исландию. Ну, короче, неважно. Что сейчас вот перелет в Исландию, а там будет какое-то другое путешествие. Я в это все еще отказываюсь верить. Мой мозг все еще сопротивляется и говорит, что нет. Какая Америка? Это мечта, которая должна оставаться мечтой. Недостижимая. Это все нереально. Реальность такая, что вот есть какие-то компании-аутсорсеры, есть какие-то компании, которые делают не очень интересные стартапы. И вот он такой мир айтишечки СНГшной. И вот как раз вот это для меня психологическая попытка из нее вырваться и посмотреть на все шире, глазами своими, вот, обоими, и что-то новое узнать. Короче, интересно. Вот эти вот противоречащие чувства и противоречащие какие-то ощущения очень забавно за собой наблюдать.